Друзья мои, всем привет! Сегодня мы поговорим о новинках с тестового сервера, которые стали доступны недавно. Сразу напомню, все, что мы видим на тестовом сервере, может измениться при выходе на основных серверах. Первое, что порадует многих игроков, это функция скрытия строений на территории своего поселения. Как и обещали, разработчики нашли способ, чтобы игроки могли скрыть неактуальные здания прошлых сезонов мирового события. Для того, чтобы сделать это, необходимо нажать на строение и выбрать кнопку «Спрятать». Теперь оно будет скрыто, но эффекты останутся активными. А на месте здания или декорации вы можете построить что-то другое. Вернуть строение на территорию можно. Для этого необходимо перейти на нужную вкладку в разделе «Построить» и вновь разместить на территории желаемый объект. Кроме этого, можно спрятать центр управления и склад. Теперь перейдем к новому событию, которое называется Блиц-дуэль. Это событие для Альянса чем-то отдаленно напоминает ловушку советчика. Для начала R4 или R5 Союза должны построить новое здание на территории Альянса – Колизей. Перейти в окно события можно через построенный Колизей, либо через доску объявлений, выбрав пункт Блиц-дуэль. В правилах события сказано, что оно открыто один раз в неделю в течение 2 дней. То есть проводить сражения вы можете в любое время в рамках этих 2 дней. В конце недели будут выданы награды в зависимости от наивысшего пройденного уровня игрока и союза. Есть 2 рейтинга – личный и рейтинг Альянса. За личный рейтинг в конце недели вы получите награду в соответствии с самым высоким пройденным уровнем. То есть вы получите только одну награду. Рейтинг Альянса формируется схожим образом. То есть мы видим условие, чтобы определенное количество игроков прошло определенный уровень. Это и будет итоговая награда Альянса. Сражение проходит довольно просто. На данный момент доступно 150 уровней. Уровни разбиты на блоки по 5 штук. Чтобы начать сражение, необходимо войти в событие и нажать кнопку «Выбрать желаемый уровень». Далее кнопку «Призвать». У Колизея появляется 3-я кнопка «Атака». Соответственно, вы атакуете монстра в этом Колизее. За первое прохождение уровня вы получаете определенное количество ускорителей обучения. Предвижу, что будет много вопросов относительно работают ли навыки, таланты, бафы и так далее. Мне трудно сейчас судить об этом, потому что я с легкостью прошел все 150 уровней. Но напомню, что это только тестовый сервер, и возможно эти монстры легкие, чтобы игроки могли полностью протестировать события и дать полноценную обратную связь разработчикам. Вернемся к правилам. Здесь также сказано, что в одном сезоне в среднем 12 недель. Каждую неделю событие будет продолжаться, но не с последнего уровня, а на несколько уровней раньше. Таким образом, игроки смогут получить награды за первое прохождение несколько раз. Также сказано, что лимит уровней в течение всего сезона будет повышаться, а сложность монстров будет понижаться каждую неделю. Таким образом, это позволит игрокам легче одержать победу. Перейдем к интерфейсу события. Здесь мы видим разделение по 5 уровней, всего на данный момент 150. В левом верхнем углу рейтинг, в нижнем тоже рейтинг, но с указанием текущего положения. В правом верхнем углу есть кнопка «Помочь». Через каждые 5 уровней будет появляться элитный зараженный. Если вам не удалось победить его самостоятельно, то вы можете запросить помощь у союзников. В окне помощи будут отражаться все запросы о помощи от игроков вашего союза, а также ваши запросы. То есть запросить помощь можно только на каждом 5-м уровне. Это 5-й, 10-й, 15-й и так далее. Вы также призываете монстра, но при нажатии на Колизей появляется новая кнопка «Запрос помощи». В своем окне помощи вы видите свой запрос и таймер на 1 час. Если за 1 час вам никто не поможет, то придется просить заново. Запросы других игроков о помощи также отображаются в этом окне. Когда вы согласились помочь или вам помогают, то создается рейд, в котором могут участвовать только 2 игрока. Соответственно, если вашей общей силы достаточно, то вы побеждаете монстра. Тот, кто запрашивал помощь, проходит успешно уровень. Тот игрок, кто согласился помочь, получает ящик в окне помощи. Наградой станет ампула адреналина, которая усилит ваши отряды при соло-сражениях в блиц-дуэлях. Будьте внимательны, потому что при отправке атаки в Колизей, если у вас есть адреналин, система сама просит вас подтвердить его применение. Главное понимать, на каком уровне он вам нужен, а какой уровень вы можете пройти самостоятельно.
Каждый игрок может помочь 10 раз, но пока что есть вопросы, когда эти шансы обновляются, потому что вчера у меня осталось 5 попыток из 10, а сегодня их уже 7. Думаю, позже мы сможем понять принцип обновления попыток помощи лучше. Сразу отмечу, что если ваш рейд помощи потерпел поражение, то попытка списывается, но награду в виде адреналина вы не получаете. В то же время, если вы согласились кому-то помочь, но этот игрок не вступил в рейд, то ваша попытка не тратится, а ему вновь необходимо создать запрос на помощь. Также нельзя одновременно запрашивать помощь и кому-то помогать. Допустим, вы запросили помощь на уровень 120 и видите запрос о помощи от игрока вашего союза на уровень 80. Если вы согласитесь, то ваш запрос исчезнет. Мне понравилось это событие, и теперь интересно, насколько сложными будут монстры. Еще раз напомню, что это тестовый сервер, и реализация на основных серверах может отличаться от того, что я вам сегодня показал. Также разработчики протестируют это событие в выборочных штатах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь этим роликом со своим союзом. Берегите себя и не разрушайте хотя бы этот Колизей. Всем пока!